На окраине небольшого городка жила молодая рысь, которую местные жители часто замечали неподалеку от леса. Она редко подходила к людям, но всегда держалась возле дороги, где начинались густые заросли. Однажды жители стали замечать странную картину. Хищница каждый день приходила к одному и тому же месту, садилась возле ливневой канализации и подолгу смотрела вниз. Сначала никто не обращал на это внимания. Люди думали, что рысь выслеживает добычу или просто отдыхает. Однако животное не уходило. Часами. Оно тревожно мяукало, обходило люк кругами и снова возвращалось на прежнее место. Так продолжалось несколько дней подряд. Однажды утром местный житель по имени Андрей ехал по привычной дороге и вновь увидел рысь возле металлической решетки. Его удивило, что дикое животное не испугалось машины и даже не попыталось убежать. Наоборот, рысь продолжала смотреть вниз и время от времени тихо звала кого-то. Любопытство взяло верх. Мужчина осторожно подошел ближе и прислушался. Сначала вокруг было совершенно тихо, но через несколько секунд из глубины канализации донесся едва слышный писк. Андрей сразу понял, что внизу находится кто-то живой. Он вызвал спасателей и остался ждать рядом с рысью. Удивительно, но животное не проявляло агрессии. Казалось, оно понимало, что люди приехали помочь. Через некоторое время прибыли сотрудники экстренной службы. Они осмотрели решетку, сняли тяжелую крышку и осветили колодец мощным фонарем. На самом дне они заметили маленького рысенка, который не мог выбраться наружу. Вероятно, малыш случайно провалился через поврежденную решетку, а мать несколько дней безуспешно пыталась ему помочь. Один из спасателей осторожно спустился вниз на страховочном тросе. Испуганный рысенок был сильно ослаблен, но все еще подавал признаки жизни. Мужчина аккуратно завернул малыша в плотное одеяло и поднял его наверх. Как только рысенок оказался на поверхности, взрослая рысь сразу подбежала к нему. Она осторожно обнюхала своего детеныша, несколько раз коснулась его мордочкой и тихо замурлыкала. Было видно, что все это время она не покидала это место только потому, что не могла оставить малыша одного. После осмотра ветеринар подтвердил, что серьезных травм у рысенка нет. Немного отдыха и заботы оказалось достаточно, чтобы он быстро окреп. Спустя несколько часов мать вместе с детенышем вернулись в лес. Перед тем, как скрыться среди деревьев, рысь еще раз обернулась в сторону людей, словно благодарила их за помощь. Эта история напомнила всем очевидцам, что материнская забота не знает границ, а даже дикое животное способно довериться человеку, если на кону стоит жизнь собственного детеныша. Дорогие друзья, если вам понравилась эта трогательная история, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Впереди вас ждет еще много удивительных рассказов о животных, природе и настоящем сострадании.